Жизнь на тропическом острове для многих представляется настоящим раем. Чистый песчаный пляж, пальмы, теплый океан, девочки и никаких забот. Примерно как в известной всем рекламе шоколадных батончиков Баунти. Однако реалии островной жизни могут быть намного прозаичнее и кошмарнее, чем даже самые пессимистичные представления простых обывателей. Как доказательство этому история острова Питкэрн, который за 2 с небольшим века был свидетелем всех реалий непростой жизни людей на клочке суши площадью в 4,5 квадратных километра, затерянном в Тихом океане. Остров Питкэрн – государство с самым малым населением в мире. Здесь живет всего 49 человек. При этом у Питкэрна, на удивление, захватывающая история. Его основали бунтовщики с Баунти, которые бежали от английского правосудия. Потом остров пережил худший алкотрип и геноцид, какой знало человечество. В результате в живых остался лишь один мужчина. Затем этим микрогосударством правила череда проходимцев и сумасбродов. А в 2004 году оно прославилось как страна с самым высоким процентом педофилов и отсидевших мужчин в мире. 500 человек населения, а сколько событий. Раньше тут жили полинезийцы, но они вымерли, сами, без помощи европейцев. Еще в XI веке на Питкэрне поселились полинезийцы, судя по всему, таитяне. Они основали здесь поселение, привезли домашних животных и в целом обосновались весьма недурно. На Питкэрне есть запасы качественного камня и обсидиана. Так что первые питкэрнцы неплохо жили за счет торговли с жителями острова Мангарева, который находится в 500 километрах. Судя по всему, они даже присягнули королям Мангаревы. Счастливая жизнь полинезийцев продлилась 400 лет. Потом запасы обсидиана иссякли, а на Мангареве началась гражданская война. Без торговли питкэрнское общество зачахло, а со временем и вовсе вымерло. Когда сюда прибыли первые европейцы, полинезийцев и след простыл. История Питкэрна началась с бунта на Баунти. История Питкэрна – это история восставших моряков и их потомков. В 1787 году Британия отправила судно Баунти на просторы Тихого океана с миссией – найти хлебное дерево. Штука в том, что англичане недавно потеряли американские колонии и запаниковали. У них остались важные колонии на Карибах, но и там того и гляди мог грянуть бунт. Рабам попросту было нечего есть, местная почва не очень подходила для привычных европейцам культур. Тогда британцы решили привить в Вест-Индии хлебное дерево. За этим на острова Тихого океана и отправили Баунти. Как вы знаете, миссия Баунти провалилась. Капитан Блай привел судно к берегам Таити, где оказалось чертовски хорошо, даже слишком хорошо. Моряков приняли с распростертыми объятиями, а местные девушки оказались очень любвеобильными. В общем, экипаж судна прожил тут добрых полгода и возвращался в море с неохотой. Неудивительно, что вскоре поднялся бунт. 28 апреля 1789 года матросы высадили Блая и его помощников на утлую шлюпку посреди океана, а сами рванули обратно на Таити. Спустя какое-то время до части матросов стало доходить, что за бунт их неминуемо ждет возмездие. Они сели на Баунти и поплыли искать счастье на необитаемом Питкэрне. Их возглавил Флетчер Кристиан, собственно говоря, тот же человек, который поднял мятеж против Блая. Остальные моряки остались на Таити и поплатились за это. Длинные руки британского правосудия однажды настигли их. Кого-то повесили, кого-то отправили на каторгу, но команда Кристиана спаслась. Правда, жизнь на Питкэрне оказалась не такой райской, как на Таити. Худшим событием в истории Питкэрна было изобретение самогона. Остров Питкэрн заселили в 1790 году в таком составе. 9 европейских моряков, включая Кристиана, 6 таитян из низшей касты, в общем-то рабов, и 12 таитянок, причем каждому из европейцев досталось по женщине, а вот 6 рабам только 3. Как видите, семена раздора были посажены еще до основания колонии. Как и полинезийцы в XI веке, новые поселенцы оценили Питкэрн по достоинству. Здесь было много плодородных земель, пресной воды, да еще и райский климат. Главной проблемой оказалось бухло. Один из моряков, Маккой, научился гнать самогон из растущего здесь сладковатого корня ти. Это было поистине дьявольское изобретение, которое привело к геноциду. Экипаж Баунти жесточайше запил. Кристиан отстранился от руководства и впал в тоску. Питкэрном на правах хозяина самогонного аппарата стал править Маккой. Он оказался худшим видом тирана, пьяным самодуром, да еще и бездарным лидером.
Однажды он отправил на рыбалку одну из женщин, красавицу по имени Теверуа, а когда та наловила недостаточно рыбы, откусил ей в пьяном припадке ухо. Женщина совершила самоубийство, спрыгнув со скалы, а Маккой, как ни в чем не бывало, отправился к своим рабам-таитянам за новой. Попытка отобрать у 6 и без того разгневанных мужчин одну из 3 жен обернулась бойней. Таитянские мужчины решили истребить европейцев и почти преуспели. Они тщательно спланировали акцию. Выкрали у Маккоя и его приспешников мушкеты и холодное оружие и выследили моряков по одному. Всего за несколько часов им удалось перебить почти всех, причем многим отрубили головы. Остались только 4 – Адамс, Янг, Куинтл и, по иронии, Маккой, заваривший всю эту кашу. В результате безумной резни на Питкэрне в живых остался только один мужчина. Итак, шел 1793 год. Юная Теверуа покончила с собой, потому что Маккой откусил ей ухо, а восставшие перебили 5 из 9 моряков с Баунти. Но это было только начало геноцида. Той же ночью таитянские женщины, собравшись, убили во сне всех таитянских мужчин. Неудивительно, что у оставшихся мужчин-европейцев после всей этой бойни слегка поехала крыша. Янг и Адамс ударились в религию и начали усердно молиться и изучать Библию дни напролет. Куинтл спился к чертям и превратился в маньяка, который попытался убить еще и питкэрнских детей, а их уже народилось немало. Оставшиеся мужчины решили, что только детоубийства им тут не хватало, и забили Куинтла до смерти. После этого Маккой пошел к скале у берега моря и повесился. Вскоре умер и Янг, то ли в результате психического потрясения от пережитого, то ли из-за астмы. Единственным мужчиной на острове остался Адамс. Ему поневоле пришлось стать патриархом Питкэрна, хотя изначально он, судя по всему, был человеком не очень волевым, да еще и относительно молодым. В истории Питкэрна было больше диктаторов-проходимцев, чем в истории иных империй. Учитывая историю заселения, нет ничего удивительного в том, что Питкэрном не единожды правили редкостные проходимцы. Сначала, как вы помните, был Кристиан, который спился, впал в чернейшую тоску и наплевал на свои обязанности. Потом Маккой, который правил островом как заправский бутлегер. Потом картель из 4 мужчин, один из которых повесился, а одного забили насмерть. Но и Адамс оказался довольно противоречивым парнем. Во-первых, есть мнение, что Янг умер не сам, и Адамс ему слегка помог. Во-вторых, на фоне ответственности и впервые в жизни прочитанной Библии, он решил стать эдаким теократическим лидером. Адамс возомнил себя Адамом в окружении Ев. А Питкэрн – раем, который греховное человечество едва не потеряло вновь. В общем, следующие десятилетия прошли в попытках создать идеальное христианское общество. Питкэрнский патриарх читал своей пастве Писание, проводил на свой манер обряды, строго следил за моралью, сломал самогонный аппарат и наплодил тучу детей. Так что половина всех питкэрнцев – его прямые потомки. Когда в 1808 году британские корабли приплыли к берегам Питкэрна, они обнаружили там пасторальную религиозную общину, во главе которой стоял седовласый благообразный гуру. Эта картина так понравилась англичанам, что со временем Питкэрн стал восприниматься как полумифический остров добродетели и воплощения викторианской морали. После смерти Адамса наивные питкэрнцы, привыкшие к единовластию, нередко отдавались во власть всяческих проходимцев. Однажды сюда приплыл авантюрист Джордж Ноббс, который быстро стал лидером общины. Он был ветераном войны в Чили и весьма харизматичным мужчиной, хотя тоже не без причуд. Позднее Питкэрн попал во власть еще большего пройдохи – Джошуа Хилла, который заявил, что является посланцем короны и назначен губернатором острова. Хилл изгнал Ноббса и всех, кто посмел усомниться в его регалиях, отгрохал себе дворец, на самом деле просто сарай, требовал почести и вообще вел себя так, словно он сам король Британии. В какой-то момент обман вскрылся, и самого узурпатора изгнали с позором. Но это не помешало питкэрнцам тут же попасть под очарование нового авантюриста – Джона Тея, адвентиста 7-го дня, который крестил население острова в свою веру. Тей, судя по всему, слегка приврал местным жителям о том, что в Англии уже приняли адвентизм, и питкэрнцам, как добрым гражданам, теперь тоже необходимо присоединиться к этой церкви. Не сказать, чтобы островитяне особо пострадали от этого, но Тей на какое-то время стал лидером общины и приказал истребить всех свиней, как требовала его вера. Свиней было жалко, но раз уж сама Виктория приняла адвентизм, то куда деваться?
Кстати, жители Питкэрна до сих пор являются приверженцами этого учения. Несмотря на то, что в 19 и 20 веках Питкэрн назвали оплотом викторианской морали в Тихом океане, а может и благодаря этому, государство имеет запредельное количество педофилов. Но это, как вы понимаете, и несложно. С населением 50 человек достаточно было бы одного, чтобы занять первое место в мире по статистике. Однако их тут оказалось целых 8. В 2004 году 7 питкэрнцев были осуждены за секс с несовершеннолетними, изнасилование и жестокое обращение с детьми. Среди них был и мэр Питкэрна Стив Кристиан, потомок того самого Флетчера Кристиана, организатора бунта на Баунти. В 2006 году провинившихся посадили за решетку, причем специально ради этого на острове пришлось построить тюрьму. В 2010 году их освободили, но тут же был пойман еще один – новый мэр Майк Уоррен. Он попался с 15-летней девушкой, которая на самом деле был офицер полиции. Сейчас про эти уголовные дела предпочитают не вспоминать. Для питкэрнцев это очень болезненная тема. Сейчас Питкэрн – последняя колония Британии в Тихом океане. Питкэрн и несколько прилегающих к нему необитаемых островов – последнее владение Великобритании в Тихом океане. Де-факто остров независим, но формально является частью Содружества, так что Британия отвечает за охрану острова и правосудие. Любопытно, что еще в 1838 году, когда Питкэрн официально стал колонией, в нем ввели демократическую избирательную систему, причем для всех взрослых жителей. Таким образом, он стал первой территорией в составе Британии, на которой женщины получили избирательное право. Своего пика население острова достигло в 1937 году, когда здесь жило 233 человека. Сейчас на Питкэрне живет всего 49 человек. Практически вся молодежь эмигрировала в Новую Зеландию и Австралию. 80% нынешнего бюджета приходится на туризм, так что приезжих тут любят и окружают заботой. Отеля здесь нет, поэтому, приехав сюда, вы будете жить в гостях у кого-нибудь из местных. Главное не вспоминать о деле педофилов и о резне 1793 года. Тут такие разговоры не любят.